Друзья, всем привет! Готовлю очень вкусные куличи без глютена на рисовой муке, с глазурью которая не трескается на сгущенном молоке. Это отличный вариант для всех, кто не употребляет муку, при этом куличи получаются с настоящим вкусом, потому что я их готовлю на дрожжах. Дрожжи очень хорошо поднимают рисовое тесто, а глазурь на сгущенном молоке вообще не трескается, и при этом она очень вкусная. Даже после того, как куличи постоят, глазурь сохраняется гладкая, глянцевая. Куличи готовятся очень просто, быстро, в один замес. Удивите своих близких вкусной пасхальной выпечкой без глютена. Из доступных продуктов. В яйца добавляю теплое молоко, растопленное сливочное масло, сахар и соль. Перемешиваю все венчиком, чтобы все ингредиенты растворились. Долго перемешивать не надо, достаточно, чтобы все получилось однородное. Яйца используйте комнатной температуры, чтобы смесь оставалась теплая. В муку добавляю изюм и ванилин. Недолго перемешиваю. В жидкую смесь добавляю дрожжи и перемешиваю, чтобы дрожжи полностью разошлись в жидкой смеси. В сливочно-молочную основу добавляю сухие ингредиенты и перемешиваю ручным венчиком, чтобы мука полностью вмешалась. Вот такое дрожжевое тесто на рисовой муке у меня получилось. Рисовое дрожжевое тесто не слишком жидкое, но и не густое. Если рисовое тесто получилось гуще, добавьте немного больше молока. Порционно в стаканчике добавляю все рисово-дрожжевое тесто. Наполняю их чуть больше половины. Поверхность теста разглаживаю мокрой ложкой, чтобы при выпекании куличи получились гладкие. Накрываю стаканчики с тестом и убираю на расстойку в теплое место. Примерно на 40 минут. После расстойки тесто хорошо поднялось в стаканчиках. Противень с тестом убираю в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут. После выпекания даю тесту немного остыть и снимаю стаканчики. Размер маленьких стаканчиков примерно 5-6 см. Размер большого стаканчика около 9 см. Диаметр и высота ваших стаканчиков может отличаться. Для глазури в теплую сгущенку добавляют сухое молоко и сахарную пудру. Вымешиваю на средних оборотах миксера, чтобы получилась однородная глазурь. Поначалу глазурь может показаться густой, но это только сначала. Продолжайте вымешивать, и глазурь со временем разжижится. Она разжижится, потому что сахарная пудра в дальнейшем будет растворяться. Это очень важно, потому что если вы добавите больше сгущенки, то просто на куличах она не будет стоять. Сгущенку я предварительно разогрел в микроволновой печи, вы можете разогреть просто на плите. В теплую сгущенку очень хорошо вмешивается сахарная пудра. И если вдруг ваша глазурь еще густая, просто разоберите ее в микроволновую печь, либо поставьте на плиту и продолжайте вымешивать. До тех пор, пока сахарная пудра полностью не растворится в сгущенном молоке. Это очень удобная глазурь, и ее можно на любом этапе разогреть в микроволновой печи, либо просто на плите. Перемешать миксером, и у вас получится однородная глазурь, которую можно покрывать не только куличи, но и пироги, кексы. Вообще это очень универсальная глазурь. Она намного вкуснее, чем та глазурь, которая просто сахарная пудра. Глазурь на сгущенном молоке очень удобно хранить в холодильнике. На остывший кулич порциона наношу сгущенную глазурь. И осторожно распределяю сгущенную глазурь силиконовой лопаткой. Можно также просто ложкой распределить, либо ножом. То есть распределяйте тем, чем вам удобно. Специально потеки не формируйте, просто нанесите эту глазурь поверх кулича, и глазурь в сгущенном молоке сама определит, где вам сделать потеки. Очень большой плюс, что эта глазурь вообще не прилипает к рукам после того, как она хорошо настоится. Вот даже после того, как я ее беру в руки, она не прилипает. Куличи на рисовой муке с изюмом и глазурью на сгущенном молоке получились очень вкусные. По вкусу они вообще ничем не отличаются от традиционных куличей. Единственное, тесто получается чуть посуше. Готовьте со мной на канале полезные рецепты, приятного аппетита!